Усім привітання! Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. Небольшое включение, я начну с этого включения влог. Сегодня пятница, и я просто решила, что нужно заснять единорожек, которых я связала, потому что я их буду завтра отправлять. Думаю, что в качестве компенсации вот за то, что посылка не дошла, если вы не смотрели предыдущие влоги, я говорила, что отправила посылку, она не дошла, и мы договорились с заказчицей, что я сделаю еще 3 единорожки. Но, конечно же, она очень долго ждала. Отправляла я в ноябре эту посылку, сейчас уже почти середина января. Вот, очень терпеливая заказчица, и, конечно, таких людей я очень люблю поощрять. И я решила, что свяжу еще маленькую уточку для нее, просто в качестве компенсации. Я не очень знаю, кого бы она там хотела в свою коллекцию. Хочу сделать маленький сюрприз. Вот, поэтому уточку я уже вам либо на фотографии покажу, скорее всего. Но вот решила сейчас минуток 10 вам заснять, показать этих единорожек, которых я связала, и игрушки побольше, потому что больше я ничем не занималась. Так, вот такие вот малышки у меня получились. Значит, они вышли других расцветок. Давайте я вам вставлю рядышком видео и покажу их в тех расцветках, которые были изначально. И там маленькая единорожка, беленькая единорожка, она была, если я не ошибаюсь, стандартного размера 2,5 сантиметра. Но стандартного для меня. Я чаще всего вяжу 2,5 сантиметра. Эти малышки по 1,5 сантиметра. И они по цвету отличаются. Также я здесь использовала новую вискозу, которую я делала для гривы. Вот такую вот. Ну, я не обрезала, как бы получилось вот так. Я не знаю, почему она такая ровная вышла у меня. Там были такие ворсинки. Ну, в общем, там была незаконченная как будто работа. Вот. Значит, вторая единорожка, это также сделана грива из вискозы, но здесь такая вот стоячая грива. Ой, все падает. Тороплюсь, малышка моя не хочет, не хотела меня отпускать. Значит, вот такая. Ну и третья малышка сделана с такой гривой, как в платном мастер-классе от Nancy. Схема, конечно же, там не такая. Там, если вы вязали когда-то по мастер-классу Анастасии Кирсановой, там мордочка другая идет у единорожки. Я взяла с того мастер-класса только гриву. Вот, ну, в принципе, мне грива нравится. И вот такая, наверное, такая грива мне нравится даже больше. Однако заказывают и с такими гривами, поэтому тут на выбор заказчицы. Вот такие единорожки. Розовая получилась самая маленькая. Так, больше из малявок я ничего не связала. У меня тут надо экстренно связать несколько пар носочков из тонкой пряжи. Я этим занимаюсь. Также я вяжу пару носочков для себя. И что удивительно, все-таки получается у меня другая расцветка носочков. Я, когда они будут готовы, вам покажу. Я просто вам покажу, какая здесь расцветка. В общем, моточек должен был быть вот такой расцветки. А у меня, получается, нет вот этой части. Я не могу понять, где она делась. У меня там такие красивые волны, завихрения такие. Вот этой части тоже я не нашла пока что. Ну, может, она дальше будет. В общем, я перемотала носочки, чтобы вязать от мыска. Потому что здесь вот
показано, что нужно вязать от резинки, да, видите, заканчивают у мыска. Я вязала в обратную сторону, но у меня другой рисунок, то есть если бы именно эта расцветка была, то был бы рисунок вот так шел. А у меня как будто отсюда, но тоже не подходит. В общем, у меня что-то странное с этим моточком. Покажу вам результат. Мне нравится больше, чем вот здесь выглядит на фотографии. Получается круче. Так, значит, покажу вам вот этих вот героев. Карамелька и компот у меня готовы. Вот такие вот они получились. И сегодня я уже закончу компотом. Это из мультика «Три кота». Я их хорошо знаю, потому что дети любят этот мультик, любят приложения с играми, с этими героями. Вот, значит, я уже тут все связала по мастер-классу, чему я вяжу. Давайте я вам скажу, раз у меня тут открыто все. Так, малышка уже совсем не хочет ждать и стучит в дверь. Сейчас я быстренько посмотрю. Я находила в поиске самое первое Ирина Куренкова. Описание. Вот, в общем, в поиске на amigurumi.su. Вот ее мастер-класс. Я посмотрела, мне подошло. Единственное, чем у меня отличается, у компота я сделала темный... я еще не довязала шапочку. Точно. Ой, извините, надо будет довязать еще шапочку. Значит, я штанишки сделала темную, кофточку светлую в мастер-классе по-другому. А так все остальное, как в мастер-классе я делаю. И бантик для карамельки я делала по-другому. У меня такой двойной бантик. Там в мастер-классе он идет просто прямоугольник, который потом стягивается. Вот, значит, доделаю компота и уже потом буду заниматься коллекцией. Вернее, ну да, я что-то свяжу для коллекции. И мне нужно будет потихоньку готовиться к выставке, которая будет в марте. Буду потихоньку готовить мишек. У меня будет коллекция мишек-пандочек. Я вам пока их показывать не буду. Может быть, детальки просто буду показывать. Готовые игрушки я уже потом покажу, когда эта выставка пройдет. Выставка на сайте tetsby.com. Так, и что я еще хотела сказать? Наверное, все. Еще мне надо будет связать одну игрушку. Я пока не знаю, как мне увеличить ее до размеров, которые я не совсем привыкла вязать, но эти малыши у меня где-то по 12 сантиметров, 12-14, да, там если ушки брать. Вообще я люблю сейчас 2,5, это прям мой любимый размер для игрушек. Ну и 5, 6, 7 тоже мне нравится, а то, что больше, для меня очень сложно к этому перейти, то есть мне нужно сориентироваться, как это вязать. Вот, значит, буду заканчивать компота сегодня, и еще мне нужно связать будет уточку, потому что завтра я хочу отправить посылку и забрать как раз там с Алиэкспресса. Придет всякая мелочевка, но не рукодельная, поэтому я показывать вам не буду. Я заказала на Алиэкспрессе снова глазки, потому что я делала мишек 1,5 сантиметра, и с бисером все-таки мне не так сильно нравится, как с этими маленькими глазками. Вот у единорожек это глазки с Алиэкспресса. Я просто выбираю самые маленькие по размеру, потому что вот вы видите у волка, у енота, у коалы, ну то есть они больше по размеру. Уже не буду открывать. Вот. А у единорожек поменьше. И я хочу, чтобы у меня таких глазок было побольше. Поэтому заказала себе еще партию глазок. Вообще их у меня очень много. На самом деле. Вот здесь огромное количество. Баночка почти половина.
почти половину, то есть глаз тут хватит мне на многие-многие годы. Ну, мой... кто там? Хомяк? Хомяк или жаба? Хомяк не дремлет, и мне надо глазок еще больше, чтобы я не переживала, что у меня глазок не хватает. Мне всегда нужно, чтобы было с запасом. Вот, значит, все, планы вам рассказала. Увидимся с вами чуть позже. Итак, я опять со своим рабочим столом страшненьким. Не очень мне нравится то, что я придумала там сделать с фотофоном, типа таким. В общем, я буду показывать вот как рабочие моменты, прикрепляться. Я понимаю, что, может, это не совсем эстетически красиво, но зато вы видите, как это происходит у меня в жизни. Я вам сейчас покажу, что я связала, и надо было бы посмотреть, сколько у меня там влога насобиралось. Я, наверное, может, я эту часть последнюю сделаю и выгружу. Девочки попросили меня почаще выгружать. Я еще думала, может, болталку какую-то снять, но не знаю, посмотрим. Так, значит, у нас тут случилась беда. Сразу покажу, не совсем рукодельная. В общем, сломался для куклы Барби этот стоечка. Ребенок разломал. Я думаю, что мне нужно поискать схему для печати 3D принтера. Тут, в принципе, не такая сложная модель. Я думаю, что она будет. Я видела, что есть стойки 3D принтера полностью печатается. В общем, я, наверное, возьму, распечатаю. Я думаю, даже такая будет схема. И распечатаю, чтобы было у ребенка. Это я уже буду выкидывать, потому что клеила, но, к сожалению, не получилось. Так, давайте я вам покажу носочки. Или игрушки сразу. Давайте покажу все игрушки, потому что канал про игрушки вообще. И я даже не знаю... Ну, как бы чаще всего мне пишут, что смотрят и игрушки, и все остальное интересно. Но я уверена, что есть те, кто смотрит меня только из-за игрушек, поэтому давайте разбираться с игрушками. Значит, так, у Насти, моей любимой Нэнси Упс, вышел новый бесплатный мастер-класс. Я не знаю, в других соцсетях есть или нет. Он есть в Инстаграме. Вот такой вот мастер-класс на стрекозу. Так, значит, стрекоза из мулине. Быстренько я ее связала, в принципе, не очень долго, но некоторые моменты все равно хочу доработать. Значит, что я хотела здесь доработать? У меня не очень получался хвост хорошо сделать. Вот, а так, в принципе, все остальное нормально. Вот такая вот стрекозочка получилась. Классная. Такими глазками. Это, повторюсь, бесплатный мастер-класс от Анастасии Кирсановой. Я вам говорила, какие у меня там планы. Значит, вот я связала тигрулю. Так, лампа низко. И света не хватает. Вот так вот. Значит, связала тигренка. Мастер-класса на него нет. Вот такой вот малыш. Расцветка мне больше нравится. Здесь я как и сделала. Ну, знаете, вот у меня получается то больше нравится игрушка, то меньше. Но вот этот малыш мне очень нравится. И мне безумно нравится лисичка. Вот такая вот. Значит, у нее мне нравится, как получилось посадить мне глаза. Я уже заметила, что... Фокус там есть. Значит, заметила, что у игрушек есть игрушки, где надо близко садить глаза друг к другу. Например, это обезьянка. Вот у обезьянки я намеренно садила глазки
над мордочкой и поближе друг к другу, потому что, ну, обезьянки это как люди, да, глаза близко друг к другу. Но как бы у собак тоже близко, и вообще у котов не очень далеко расположены глаза. Но почему-то мне, когда я делаю игрушки, все-таки больше нравится, когда глазки расположены по бокам от мордочки, практически на уровне мордочки. Такое немножко в стиле японском, именно как амигуруми, да, по правилам, чтобы практически на одном уровне или на одном уровне, все-таки чаще так делают. Вот, значит, хвост связан из Аделия Сиена. Мастер-класса тоже на лисичку нету. Вот, и почему я говорю про мастер-классы, потому что на следующую игрушку мастер-класс есть. И вот только с пылу с жару у меня готов вот такой вот слоненок. Это слоненок по моему мастер-классу. Он платный. Под видео в инфобоксе есть ссылочка на Бусти, где можно приобрести его. Значит, не очень легкий мастер-класс. Я, наверное, вот у меня лежит один мастер-класс, который я не могу собрать. И я на нем писала, что это средний уровень вязания. Все-таки я считаю, что такие игрушки я буду вязать, что это должен быть высокий уровень вязания. Не потому, что я там такой классный спец или что, я смотрю вперед. Потому что многие, кто связал там пару игрушек, ну ладно, не многие. Мне кажется, что те, кто связал пару игрушек, уже считают, что ой, у меня все получается, я возьму связать вот за такого слоненка. А здесь, понимаете, здесь моменты, где начинается с 5 столбиков без накида, с 6 столбиков без накида, прибавки очень мало, либо сильно убавки идут. Сложно вязать в этом плане. Плюс еще нужно все-таки понимать, что такое оформление, не просто связать игрушку, а именно поработать над оформлением. Поэтому мастер-класс есть, но вы, пожалуйста, оценивайте свои способности, чтобы не тратить деньги впустую. И что-то еще хотела сказать. Забыла. Значит, этот мастер-класс, там описание и видео идут без звуковых объяснений. Просто идет видео, как я делаю. И все. Ну, то есть там, как связать ножки, и просто показано, как я это делаю. Как там что-то вышить, и я показываю, как делать, как оформить. Я просто показываю, ну, видео называется как-то, например, там сделать для игрушки белки. Как я это делаю, вот видео отдельно посмотреть. То есть такой мастер-класс. Вот, значит, здесь слоник полностью тоже подвижен. Все это в мастер-классе есть, как я это делаю. И мне нравятся вот такие вот ушки я ему делаю. Вот. Ну, такой вот классненький малыш. Вот. Так, значит, это у меня готово. Планы у меня потихоньку меняются. Все никак я не могу дополнить коллекцию, потому что не получается у меня за нее пока что взяться. Это 3 игрушки на заказ. Значит, я закончила вязать полностью 3 кота. Ой. Так, значит, я вам показывала карамельку. Может быть, в предыдущей части вы уже это все видели. И извините, если я повторяюсь. Значит, карамелька была первая связана. Следующий был коржик. Вот такой вот коржик получился. И не очень мне нравится компот, потому что слишком низко я посадила ему глаза. И шея получилась у него очень широкая. Я полностью вязала по бесплатному мастер-классу, не ссылку, а я вам объясняла, как я находила ее. И все-таки, если я еще раз буду такое вязать, то
Я буду шею делать меньше, слишком уж толстая шея. То есть здесь нужно еще один ряд точно делать с убавками. Вот, а так, в принципе, мне все остальное нравится. И глаза я тоже буду располагать чуть повыше, потому что тут рот практически на уровне шеи расположен. Но это если совсем придираться. Вот, так что это у меня готово. Я уже сделала фотографии. Я думаю, что на все времени не хватает. У меня есть один профиль в Инстаграме, который я раньше публиковала свои работы, которые вязала спицами и крючком, одежда в основном. Вот, и я думаю, что я его сделаю для русскоязычной аудитории, потому что, ну, не хочется мне мешать. Все-таки я хочу вести отдельно. У меня отдельно идет, вот я сейчас вяжу для англоязычной аудитории, у меня там полностью описание и теги идут англоязычные. То есть я не хочу мешанину делать, те же самые теги писать и на английском, и на русском. Вот, а второй Инстаграм я все собираюсь это делать когда-нибудь, хотя бы фотографии там, рилсы, наверное, я загружать не буду, буду фотографии делать. Просто посты и писать на русском языке и описания, и цены, и теги только на русском языке буду, то есть, ну, на английском максимум, что на английском будет, это амигуруми, но, скорее всего, амигуруми тоже на русском языке будет. То есть я буду позиционировать там именно, чтобы в Минске меня находили, в Беларуси, ну, посмотрим, как это пойдет. Прошлый год показал, что надеяться складывать все яйца в одну корзину — это очень плохо. Я думала, что ой, у меня там есть и YouTube, у меня есть и другие социальные сети, и то, и сё, и это, и пятое, и 20-е. Все отлично. Но проанализировав 22 год, хоть я не подводила итоги и не строила никакие планы, я поняла, что все-таки у меня получились яйца в одной корзине. И я ориентируюсь только на англоязычную аудиторию, и игрушки создаю только для англоязычной аудитории. Ну, то есть позиционирую, продаю. Конечно, когда русскоязычные приходят, я не отказываю, я делаю игрушки и продаю. Но это все очень-очень редко случается, и я понимаю почему, потому что я этим не занимаюсь. Ну, вот так вот получается. Так, значит, по планам. У меня тут срочно нужно будет связать скелет, который я вязала для Хэллоуина. Скелета вы уже увидите, наверное, все-таки в следующей части. И еще у меня получился такой проект, значит, будет достаточно большой, как видите. Я купила пряжу, вчера прям сходила за ней. Вот, покажу. Меня удивила цена этой пряжи. Качество, конечно, мне не совсем нравится. Значит, это... Ярнарта Дольче. Я даже не знаю, нормальная эта цена или нет. 8,82 белорусских рубля. В среднем, если отдельно моточки покупать, то пряжа плюшевая стоит 10 рублей. Вот, за 8 рублей я даже в интернете в Wildberries том же не видела. Там приблизительно такая цена, если покупать 5 моточков. Но я думаю, что вы знаете эту пряжу. Очень многие, кто игрушки вяжет, занимается именно такой пряжей. Так, цвет 761. Я купила 2 моточка. Меня попросили связать этих цыплят. Я вот вчера для примера связала, но еще мне нужно его оформить. Нет, он будет вот так вот. Да. Я тут пыталась сделать крылышки, пыталась сделать хвостик, но у меня не получилось, поэтому он будет без крылышек. Вообще мне для примера кинули цыплят, связанных из Ализе Пуфи. Но там такие дырки. Я уже не писала, что мне не нравятся дырки, которые там в этих игрушках. И мне не нравится, как виден этот холофайбер. И, ну, потому что я не знаю, кто этих цыплят делал.
В общем, мне не понравился, как там сделано, но я поняла смысл, что от меня хотят, и решила все-таки связать из Дольче. Недолго вяжется, вяжу я крючком номер 4. Здесь идет 6, 12, 18, 24, 30, 2 ряда 30, и все пошло на убавку. И я думаю, что вот я купила 2 мотка, мне должно хватить, мне надо связать 15 цыплят. Вот, 15 цыплят связать. Значит, оформление. Что будет с оформлением? Знаете, я думаю, вот делать мастер-класс, не делать, просто... Может быть, и сделаю мастер-класс. Ну, на всякий случай. Скоро Пасха. Ну, не совсем скоро, еще январь. Но Пасха будет, и мало ли кто-то захочет быстро связать. Хотя я думаю, что такие мастер-классы уже есть. Я не искала просто. Надо посмотреть. Может, их много, этих мастер-классов. Тратить на это время. Ну, посмотрим. По оформлению все-таки я, наверное, покажу, как прикольно оформить и с глазками, которые вставляются, и с глазками, которые не вставляются. Покажу некоторые хитрости. На большой игрушке это будет хорошо видно показать. Как сделать, чтобы мордочка была симметричной. Угу. Да, думаю, я это сделаю. Так, не забыть бы. Значит, купила 2 мотка. Нужно связать 15 цыплят. На одного такого цыпленка, но я здесь ниточку оставляла для того, чтобы сделать вышивку, у меня ушло 12, нет, там получается около 15 грамм, потому что 12 грамм это до последнего ряда, когда мы заканчиваем 12, еще последние убавки сделать. И длинную ниточку я оставляла, то есть где-то 15 грамм. В итоге получается около 12 грамм. Я думаю, что мне должно хватить на 15 штук. Будет обидно, если мне не хватит на 15 и придется докупать еще пряжу. Я буду это делать бесплатно. Единственное, что, наверное, мне только окупят пряжу. Попросили, там женщина занимается в качестве благотворительности этим всем, ну вот пускай она окупит мне пряжу, вот, за работу я ничего брать не буду, тут мои интересы я преследую в этом плане, вот, так что вот такой вот будет еще, но это не скоро, это нужно до марта мне сделать, успеть, вот, так. Про цыпленка рассказала. Про игрушки пока что все. Планы вам расскажу, покажу. Планы рассказала, то, что в ближайшее. То есть сегодня я буду скелетом заниматься, буду цыплятами этим заниматься. Нужно еще одного монстрика связать. Я думала, что я тут все готово для отправки, но нет. Нужно монстрика связать и что-то еще я думала связать. Ну, буду заниматься коллекцией. Дальше планировать не буду. Вот 1-2 игрушки мне достаточно для ближайших планов. Так, значит, все. Это я вам рассказала про игрушки. Дальше остаются те, кто любит смотреть еще и не только игрушки. Значит, мне Оксана с канала Oxy Magic подарила вот такую вот пряжу. И я наконец-то разобралась в ней, что к чему. Хотя не очень, наверное. В общем, когда я начала, я получила этот моточек. Расскажу историю полностью. Значит, я получила этот моточек, и так как я не люблю вязать по одному носку, у меня плотность очень прыгает из-за того, что вяжу больше крючком. Вот, поэтому один от другого носочка может отличаться. И поэтому я стараюсь вязать сразу 2 носка. Проще всего мне вязать от мыска, потому что когда вяжешь от мыска, ты можешь закончить где угодно вязать этот носок. И тебе не нужны ни иголки, даже ножницы не нужны, потому что ниточка хорошо рвется, ну, если приложить усилия. То есть мы набираем петли на мысок и заканчиваем
резиночкой. Вот, то есть нам не нужно закрывать мысок иголочкой, если мы вяжем от резинки в обратную сторону. Значит, вот я взяла этот моточек, я взяла, перемотала его от начала, получается, до середины, до желтой ниточки этой. И потом перемотала следующую половину, тоже получается, от начала в конец. И начала вязать от мыска в обратную сторону. То есть, если бы я начинала вязать носок, вот отдельно каждый носок, и начинала сначала вязать от резинки, то у меня все равно получился бы такой рисунок. И смотрите, что у меня получилось. Носки очень красивые. Я их вчера постирала, заблокировала. У меня есть блокаторы. И прошлые носки, вот в которых я хожу, я их прямо, когда закончила, ниточки все спрятала и сразу на ножки надела, и все, я довольна и счастлива. Так, значит, у меня получились вот такие вот красивые носки. Мне очень нравится вот эта часть, но мне очень хотелось, чтобы эта часть была вот здесь вот. Я по этому поводу, если честно, сильно переживала. Но потом я поняла, что в таких носочках я сейчас хожу дома, и то, что на голени, мне не совсем это видно и не радует мой глаз. Поэтому вот эта вот красивая часть находится на ступне, и я просто буду этим наслаждаться. Посмотрите, как красиво здесь легло все волнами, а здесь оно не ложится такими волнами. Тут что-то пошло не так, и какая-то белиберда получилась. Вот, то есть вот эта часть в этом носочке, это пятка. Вот она, эта пятка. А вот эта часть, вот, ну и здесь, получается, идет. В общем, мне очень понравилось, как это все выглядит. Просто прелесть. Я балдею. Спасибо большое, Оксана. Я вот хотела вам показать и прям буду их уже носить. Носить, потому что они мне очень сильно нравятся. У меня остались моточки. Осталось здесь 30 грамм. Сами носки весят 50 грамм. Здесь почему-то 30 грамм. И, наверное, там желтая пряжа еще забирает какой-то вес. Вот, значит, я буду вязать вот из этих клубочков, тоже буду вязать в эту сторону. Не хочу я хеликсом вязать. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я сделаю носочки, покажу вам сейчас, которые вяжу, вот по этому же типу сделаю из этих остатков. То есть я хочу еще связать вот такие носочки, но у меня будут вставки. Будет мысок, резинка и пяточка белого цвета. И я вам покажу, что у меня получится вот из этих остатков. И буду вязать на меньшее количество петель, потому что я вязала на кубиках, и на кубиках у меня плотность получается все-таки больше, чем когда я вяжу, вот сейчас вяжу другие носки, и мне там плотность больше нравится. В общем, вот такие носочки. Вообще шикардос. Мне они безумно нравятся. Вот, можно, отчиталась, можно теперь носить. Так, и сегодня я думаю, что на гимнастике я закончу вот эти носочки. Значит, тут носки связаны полностью из Alize Super Wash, или как они там называются сейчас, не помню, нету этикетки поблизости. Здесь я вязала, вот смотрите, ну, тут на блокаторе они, конечно, были. И я вязала на 4 петли меньше. И другими спицами вяжу. Тут получается как будто вообще раз, два, 3, 4, где-то даже 5 петель. То есть как будто на 10 петель меньше. То есть тут у меня носочки плотнее, потому что я вяжу не на кубиках, а вяжу на спицах Alize. Ой, Alize, боже, что я говорю. На спицах Ади 2,5. И там 2,5 кубики, и здесь 2,5, но на этих получается плотнее вязать. И здесь набрано 56 петель. А там 30 петель набрано. Значит, я когда вязала эти носки, столкнулась с таким моментом, что вот я хотела сделать мысочек светленький, пяточку светленькую, и резиночка тоже у меня будет светлого цвета.
И тут возникла проблема. Я, если честно, мало вообще вязала носков по разным мастер-классам. Возможно, кто вяжет носки, мне сейчас подскажет. Значит, как я делала пятку бумеранг? Я вывязывала первую часть пятки в бумеранг и потом провязывала все вот эти вот поворотные ряды. Я провязывала, и у меня шла ниточка вот сюда, в начало ряда, и начинала вязать уже вторую часть пятки. Но когда я вязала вот из такой секционной пряжи, я поняла, что не-не-не, что-то тут не то. Ну, будет некрасиво, представляете, вот идет секция, и тут какая-то вообще не пойми, с чего, откуда она взялась, это белая полоска. Ну, вообще, да. И я такая, нужно что-то придумывать другое. И я придумала, что сделать другое. Как видите, у меня здесь вывязана незабытая пятка. Возможно, ну, такие мастер-классы есть. Я просто их не видела. Во-первых, у меня здесь подъем вывязан, если вы видите. Здесь, по-моему, 5 петель или 7. Не, наверное, 7, а на тех носках 5 я вывязывала. И получается, что когда я вязала раньше, обвязывала вот так вот круг, чтобы вернуться в начало ряда, у меня где-нигде, ну, все-таки образовывалась дырочка. А здесь ее нет, этой дырочки. Ее нету просто. Кстати, эти носочки я тоже точно так же вязала. Вот. И пяточка выглядит вот так вот. То есть здесь я тоже не обвязывала круг. Вот когда вот на этой части обычно тут такая полоса. И я ее не вывязывала. Единственное, что эту пятку нельзя сделать, вернее, ее можно сделать, но сложнее, если нету клина подъема. Вот. А если клин подъема есть, то, ну, выглядит потрясающе. Ну, нету дырочек здесь. Все классно. Правда. Вот. Так что я тут делаю этот велосипед, создаю. Так что. Вот такие носочки. Значит, я хочу довязать. У меня вот здесь вот секция, если вы посмотрите. Значит, секция. У меня вот будет вот такая желтая, сейчас я вяжу, рыжая, вернее, потом фуксия. И вот я дойду до вот этого фиолетовой секции и буду уже вязать резиночку. Резиночка будет небольшая у меня. Потом постирать, заблокировать, и будут носочки готовы. Вот, будут носочки готовы. Так что занимаюсь еще носками. Я уже говорила, почему я занимаюсь носками, потому что, во-первых, на гимнастику их беру, вяжу там носки, и детям, когда читаю сказку, тоже вяжу носки, чтобы у меня были руки чем-то заняты. Мне жалко целый час тратить на то, чтобы просто читать. Ну и у меня получилось вот так вот, что одни носки закончила, вторые вот скоро закончу. Я их вязала, можно сказать, параллельно, потому что когда я доходила до пятки, я не могла вязать уже этот носок, я вязала тот носок. Вот. Ну, так вот. Мне нравится, красиво получается. Что-то я в последнее время прониклась носками, хочу вывязать всю свою носочную пряжу. Вот. Будут еще носки. Все. На этом, наверное, я буду заканчивать этот влог, потому что сегодня я очень много наболтала. Но поболтаю еще чуть-чуть, потому что меня просили болталочку. Давайте положим мои игрушечки. Я даже вам открою, чтобы было приятно вашему взору. И расскажу вам, что последнюю неделю у меня поменялись немножко приоритеты на какое-то время. И, к сожалению, каждый день я могу тратить меньше времени на вязание. Мне очень сложно с этим смириться, но это вынужденный факт. Не факт, а как это сказать?
Вынужденное решение такое мое на какой-то период времени. Почему я это делаю, расскажу вам чуть-чуть попозже. Но в этом виновата одна девушка-вязальщица, которая меня смотрит. Спасибо тебе большое, конечно, за то, что втянула меня в эту авантюру. И я поняла, что, ну, не успеваю я все сделать. Не успеваю вязать в том же объеме и заниматься м, другой очень важной частью в своей жизни, потому что детей, дом я никуда подвинуть не могу. Видео могу подвинуть вязание. Вот, так что вязание и видео ушли чуть-чуть подальше. Почему я не снимаю там очень часто болталки и все остальное? Потому что у меня дети ходят в разные смены в школу. У меня и первая смена, и вторая. Соответственно, с одним ребенком я занимаюсь уроками с утра, со вторым ребенком занимаюсь уроками вечером. И у меня еще дошкольница, которая в этом году пойдет в школу. Соответственно, мы с ней занимаемся для того, чтобы у нее был уровень в школе. Не то, что я хочу ее выучить, да, за первый класс прогнать программу, но я хочу ее подготовить, потому что, ну вот я учусь, можно сказать, на своих ошибках. Старшую дочку мы отправляли на год на подготовку в школе. То есть она пришла в школу, она знала все буквы очень хорошо и считала, и уже складывать немножко умела. В первом классе ей было скучно. Особенно первые полгода прям очень скучно ей было в школе учиться. Вторую дочку я не повела на дополнительные занятия. Она знала буквы, но путала их, и со счетом было получше, конечно, дело. В принципе, как и у старшей дочки. И ей первый класс было тяжело. Так что третью я все-таки решила хотя бы что-то. Мы с ней занимаемся. И, ну, за счет этого тратится очень много времени. Вот. Поэтому какие-то болталки, может быть, будут. Я хочу вас попросить, те, кто хочет меня послушать, не знаю, что я буду вязать и как я это буду снимать. Может быть, появились какие-то новые теги с игрушками, потому что я сейчас девочек активно смотрю на YouTube, и смотрю и тех, кто вещи вяжет, и девочек с игрушками смотрю. Но теги мне по игрушкам не попадалось. Конечно, я хотела бы ответить на вопросы тегов с игрушками, но если нет, может быть, вы подскажете какой-то тег, какой бы вы хотели послушать. В общем, накидайте мне, чтобы я сюда возвращалась. И если у меня появится время, я бы не тратила время на поиски тега интересного. Да? Хотя, наверное, все теги интересные. Но я буду благодарна вам, если вы мне накидаете такой план небольшой на будущее. Вот, поэтому с вязанием сейчас у меня посложнее стало, но это на несколько месяцев всего. Потом я думаю, что будет попроще. Я даже думаю, что это может быть на месяц, на 2, а дальше мне просто будет попроще. Поменялось у меня расписание дня, и я пока очень сложно в эту колею въезжаю. Как только я въеду в эту колею, конечно, вязание я наверстаю. Вот. Так, и по планам еще дело движется, нужно готовиться к марту, а я еще не связала ни одной панды. Нужно готовить коллекцию к выставке. Вот. Все. Спасибо большое вам за внимание. Буду благодарна вам, если вы поставите лайк этому видео. Пишите в комментариях, что вы думаете. Пишите ваши вопросы, пишите варианты тегов, пишите ваши идеи. Мастер-классов пока по игрушкам не будет. Я не умею их продавать, а мне интересно именно монетизировать свое хобби. Бесплатные мастер-классы
будет время, буду создавать. Сейчас времени катастрофически не хватает. Я даже от своего любимого вязания самих физических игрушек нужно забирать это время. И я его точно не буду тратить на мастер-классы. Как бы печально это, обидно вам не было. Увидимся с вами в новых видео. Пока-пока.